В наш век технологий и научных открытий, где границы между реальностью и вымыслом становятся все более размытыми, одна история выходит за рамки привычного. Это не просто рассказ о загадочном объекте. Это попытка понять саму природу времени и сущность человеческой памяти. Эта статья расскажет вам о событии, которое потрясло научный мир и перевернуло представление о времени и пространстве. В 1965 году мир потерял связь с одним из своих рейсов, FL-101, который следовал по обычному маршруту из Копенгагена в Осло. Авиалайнер Nordwind Starliner исчез над Северным морем, поглотив своим мрачным временем не только экипаж и пассажиров, но и все надежды на его скорейшее обнаружение. Каждое мгновение в ожидании результатов поисковой операции становилось все более тягостным. Месяцы тянулись без вести, и история рейса стала частью многолетних слухов и легенд, покрытых пеленой мистики как нечто, ушедшее в небытие. Однако 11 сентября 2015 года произошло невозможное. Старый самолет, некогда считавшийся потерянным для мира, приземлился в аэропорту Осло, словно вернувшись из параллельной реальности. Возникла паника и недоумение среди множества свидетелей порадовавшегося события. Как нормальное обстоятельство, приземление самолета, на котором не оставалось и следа от его предыдущего исчезновения. Весьма сложно было поверить в то, что это не просто мираж или шутка жестокой судьбы. На борту рейса FL-101 находилось 87 человек, включая детей, молодоженов и случайных пассажиров, которые были в том же возрасте, в каком были в день исчезновения. Это ставило под сомнение даже самые основы биологии и анатомии. Все они, казалось, не постарели ни на день, и, что важнее, с ними была их документация, которая поразительно совпадала с медицинскими показателями. Билеты, вещи, даже вчерашние газеты – все свидетельствовали о том, что время, похоже, отошло в сторону, оставив за собой только вопросы и необъяснимые явления. Удивительным образом ни один из пассажиров не постарел, и биологические тесты подтвердили, что их тела совпадают с документами, а оформление изменений в организме не произошло за годы, которые они провели в дороге. Однако самым загадочным объектом, который подвергнут исследованию в рамках этого феерического события, оказался найденный в багажном отсеке гладкий прямоугольный предмет. Он словно сам был из другой реальности, был меньше портфеля и весил практически ничего. Его черная поглощающая свет поверхность не отражала солнечных лучей, а никакие известные инструменты не могли пройти сквозь него. Приборы лишь показывали пустоту, как будто сам объект противоречил всем известным законам физики. На его поверхности были 3 концентрических круга и странные символы, не относящиеся ни к одному языку, известному человеку. Этот объект вызвал огромный интерес в научных кругах, и его быстро перевезли в Норвежский институт перспективных исследований, где основали особый коллектив, состоящий из лучших умов нашего времени. Команда полных энтузиазма ученых, включающая физиков, нейропсихологов и специалистов по материалам, начала исследовать загадочный объект с той же манией, с какой исследователи освоили космос. Среди них был профессор Саймон Лунд, который возглавил группу интеллектуальной элиты. Исследования безрезультатно продолжались на протяжении долгих дней и ночей, порождая целую атмосферу паранойи и недоверия вокруг коробки. За ней неуклонно наблюдали, ее постоянно анализировали, но невозможно было понять, что она собой представляет и откуда она взялась. Тем временем пассажиры, помещенные в карантин, продолжали вести себя странно и порой неопределенно. Они не проявляли ни страха, ни раздражения по поводу их необычной ситуации, что ставило под сомнение их психическое состояние. Один из детей, 10-летний Ориан Филд,
объяснял ситуацию звучащими с той родственной знакомостью словами: «Мы не исчезли, нас взяли, просто одолжили». Его слова звучали как отголоски из другого мира и только добавляли мистики к уже запутанному делу, поскольку ставили ученых в еще более абсурдное положение. Несмотря на усилия всех научных сотрудников и каждодневные дежурства над коробкой, понимание ее истинной природы оставалось недосягаемым. Но вскоре произошло нечто странное и, на первый взгляд, необъяснимое. Один из охранников впал в кому, просто стоя рядом с коробкой и бормоча о частоте 30 Гц, той самой, которая, казалось, вела к новому открытию. Приборы показали, что объект действительно излучал сигнал на этой частоте, но это было лишь начало. Более того, все пассажиры, находившиеся в карантине, явным образом синхронизировались с этим излучением, как будто их сознание каким-то образом связано с коробкой. Профессор Лунд, готовясь к опасному эксперименту, рискнул активировать частоту в экранированной камере, и произошло невозможное. Вау! Коробка открылась. То, что последовало за открытием коробки, стало одним из самых удивительных событий в истории науки и восприятия времени. Внутри нее оказался вихрь света, не поддающийся описанию, который искажает пространство около себя. Эта неведомая субстанция не нагревала и не вызывала дыхания. Однако очевидцы заметили, что смогли увидеть слои времени. Эффект напоминал слоение стеклянной пленки, представляющее собой разные мгновения жизни. Странные и обрывочные видения в этот момент переплелись, и они не могли удерживать эмоции от краха, как будто кто-то запустил кульминацию. Все это было настолько шокирующим, что запомнится навека. Запись в дневнике доктора Оскара Рёда, который остался в лаборатории на ночь, впоследствии стала известной и обсуждаемой всеми. «Я вижу время. Слои мгновений. Люди машут мне из каждого слоя. Они помнят, они зовут. Произошло лишь несколько часов, и никто не мог предсказать, как именно откликнется этот эксперимент, ведь не знали, что это пробуждение затронет более чем просто исследователей. На следующее утро доктор Рёд исчез, как будто просто растворился в воздухе на фоне этих странностей. Его пост был полностью опустошен, а коробка закрыта, не оставляя следа. В лаборатории остались только его очки и тетрадь с записями, в которой говорилось о зеркале времени. Старая ухмылка бытия. Это исчезновение добавило в череду загадок еще одну несоизмеримую, но неоспоримую. Тем временем в карантинном центре, среди все еще невидимой пелены, поведение пассажиров сменилось, как будто они незаметно менялись в этом промежутке времени. Через несколько дней маленькая Лея, всего 9 лет, объяснила, что она помнит и уже не боится, как злой галактический проклятый бродяга. «Я была там, где время лечит», — прозвучала ее фраза как обещание надежды. Именно в этот миг загадочная коробка закрылась, словно оставив ее безвозвратно в прошлое, а частота исчезла, оставив после себя лишь краткий разрыв. После долгих лет застоя, когда многие все еще могли предаваться добрым надеждам, время вернулось к своим пассажирам, вновь зажигавших свои сердца. Они начали стареть стремительно и безжалостно, словно их жизнь стремительно уходила, как вода сквозь пальцы. Капитан Арик Мюллер, некогда управлявший самолетом, произнес перед смертью прощальные слова, которые стали аллегорией жизни. «Мы были там, в архиве. Там хранят все. Первый поцелуй, последний вздох». Эта фраза отразила в себе вечные ценности и бесконечные поиски смысла бытия. Спустя год после событий в Норвегии история начала разворачиваться в увлекательное путешествие. Дети по всему миру, как хороводы древних времени, стали сообщать, что Лея появляется им во снах.
Они рисовали схемы и карты, которые не могли бы создать осознанно, словно были связаны с какой-то высшей силой. Один мальчик из Исландии нарисовал карту временного узла, которая совпадала с учеными прогнозами. Другие дети писали на языке, который позже совпал с символами на коробке, словно внутренний посыл управлял их руками. Это поведение вызвало необъяснимую ассимиляцию между знанием и интуицией. В 2023 году, по мере того, как информация о мире постепенно перерастала в шепот отголосков прошлого, ученые в Международном центре по изучению временных аномалий, созданном доктором Нос, заметили новый сигнал, зафиксированный в 7 разных точках галактики. Это частота 30 Гц, у которой был размытый отсыл к коробке, раздалась, проходя через не менее загадочную стадию. И он не мог не волновать их сердца. Голос неизвестного мальчика произнес слова, напоминающие о важности времени и о том, что оно всегда живо. Пока вы помните, время живо. Пока вы любите, оно течет. Когда забудете, оно остановится. Это снова привело исследователей к мысли, что они должны продолжить поиски ответа. Мы подошли к концу этого потрясающего рассказа о коробке из Норвегии. Загадка остается звездой, не имеющей предела, и ведет глубоко к осмыслению того, что мы знаем о природе времени. Каждый из нас способен на память, на чувства и на любовь, которые важны для течения времени, невидимые нити, связывающие нас с нашими предками. Эта история не только о научной загадке, которой не видно глазу, но и о том, какую роль играет наша память в формировании реальности. Коробка в Норвежском институте перспективных исследований все еще остается в недостигнутом внимании, шепча о уроках, которые мы можем извлечь из этого остросюжетного нарратива. Каждый миг — это шанс стать тем, кем вы могли бы быть, нахождение внутри пространственно-временных вопросов. Подумайте об этом и дайте себе возможность видеть время по-новому. Что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилась данная статья, поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.